Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Давайте узнаем, каковы же ближайшие события для вашего знака зодиака. И это не есть какая-то далекая дистанция. Чаще всего несколько дней, может быть, неделя, 10 дней. Но я не ставлю четких рамок, потому что, судя по вашим комментариям, кто-то пишет, а у меня это за пару-тройку дней проигрывается, у кого-то там до 2 недель растягивается, у кого-то вообще ничего не проигрывается. Поэтому будем реалистами. Ну, давайте с вами узнаем. Итак, старинный цыганский пасьянс, маленькие карты с рандомными значениями. Никогда не знаешь, что же они покажут, что тут совпадет. Давайте рассмотрим как альтернативный вариант в наше непростое время и когда жизнь словно ускоряется. Я в ближайшее время планирую продолжать вот такие недолгие, на короткий срок, на того, что как бы событие, что скоро случится или произойдет. Не когда-то там, потому что именно вижу, что и интереса у вас больше, судя по комментариям. Ну, наверное, в нашей жизни попробуй ты тут запланируй что-нибудь, правда? Итак, смотрим. Смотрю я, смотрите и вы. События со дня на день. Что там? С чем это может быть связано, скажем? Вот эти самые альтернативные варианты мы как раз и рассмотрим. Пока не вижу совпадений, а вот уже вижу. Флирт, мои дорогие, кот, и хорошее настроение. Это здорово. Может быть, это как то событие, что пора выруливать на обгон. Или что-то такое вот, что-то вас вдохновит, понимаете? А настроение во многом определяет нашу удачу или удачливость, хочется сказать. Если мы в таком подавленном настроении, ну, тогда мы даже и возможностей не видим, а у вас еще любовь, верность, эмпатия, все то, что вам свойственно, это ваши близкие, которые разделяют ваши взгляды, которые вас любят безусловной любовью, не потому что вот вы там чего-то достигли или наоборот порицание, когда не достигли. Нет, это все-таки те люди, которые любят просто так, готовы вам помогать в чем-то. Поэтому у кого-то это личная жизнь, у кого-то это семья, может быть, и родственники, друзья. Тут вот по-разному. Может быть, и какая-то история любви, которая продолжается вот с такой вот эмпатией. И, кстати, роза– это любовь. Здорово. На кону личная жизнь. Или вопросы дома. Вопросы семьи, вопросы вашей пары. Ну вот и не только. Смотрите, тут у вас еще выпадает открытая книга– это как важное согласование. Может быть, это обычно высокие инстанции, учреждения образования, может быть, и сами по себе чиновники. Может быть, и вы куда-то отправляетесь даже, ну, банально, к юристу, разузнать, как в отношении вас работает закон. Это все то, как официальные лица или то, что мы делаем наверняка, или узнаем, как будет сделать правильно или наверняка, официально, одним словом. И вот смотрите, тут, может быть, еще у вас совпадает змея. И змея, тут кто-то как за вами наблюдает. Или, может быть, это как-то и связано или взаимосвязано. Вот та задача, которую вы перед собой поставили. И, ну, кому-то любопытно. Может быть, и подсказка такая. Не расскажи, отправляясь в какие-то инстанции, о себе больше, чем следует. Так иногда бывает тоже. Люди умеют выдерживать паузу. И это вот такой психологический прием. Я пару слов скажу, когда вы, к примеру, банально, вы приходите, пусть это даже у кого-то, вот эта книга, да, открытая, официальное учреждение, это ваше место работы. А лицо само по себе официальное будет руководитель. Вот вы, к примеру, хотите там совершить какую-то важную беседу, диалог себе планируете. Вы входите в кабинет вашего начальника или руководителя и начинаете обрисовывать свою ситуацию. Вот я бы сказала, нужно продумать в мелочах. Потому что часто вот эта пауза, а руководители, они умеют вот эти паузы держать, они слушают вас, да. Вот вы рассказываете, человек слушает. Вы рассказали до какого-то момента, как планировали, а человек ничего не говорит, он на вас смотрит, вроде как слушает. И мы
природа человеческая такова, что мы начинаем думать: "А чего ты молчишь?" Ну, это мы про себя думаем, да. Наверное, я что-то тут сказал неправильно или, может быть, я не пояснил. Мы хотим быть наиболее в полном объеме поняты, и мы начинаем продолжать что-то дальше. Мы где-то затрагиваем более глубокие нюансы. Человек опять молчит. Мы же хотим, чтобы нас поняли правильно. И в итоге так вот шаг за шагом, кто умеет держать паузу, узнает больше, чем человек собирался сказать. Поэтому у вас при вот таких учреждениях выпадает змея. Это как за нами кто-то наблюдает. Хотя я допускаю, что, может быть, и вообще это разрозненное как бы одно, вот как книга, это просто учреждение, согласование, но это какая-то процедура. И есть лицо, которое следит за вашими успехами. И вот у вас тут что-то как будто, понимаете, получается. Или пусть это получается в личной жизни даже, да. Вы с кем-то делитесь, а кто-то не может вам сказать «нет», хотя ему что-то не нравится. И просто наблюдая, выжидает момент. Понимаете? Тут такой вот тонкий очень нюанс, подумайте. Тут ведь не надо основываться на том, что вам скажет конкретный человек. Тут ведь может проиграться так, что, ну, иногда даже наши друзья, ну, так сказать, друзья, тут по-разному, но среди, назовем это так, ближайший круг, вот именно ваше окружение, это те люди, которым вы доверяете. Может быть, и не стоит всем подряд. А так вот немножко, ну, профильтровать, проанализировать, кому вы точно можете доверить, а кто вам время от времени дает такие советы, которые вроде бы и человек говорит это, и кажется нам, да, что искренне желает нам добра, а то и человек нам говорит: "Я же тебе желаю добра". Неважно, что он там говорит, неважно, что он там желает, но, может быть, есть свой какой-то интерес. Поэтому все то, что касается для вас того, что дороголюбиво. Или не просто любимо, а просит ваша душа. Вот, ну, тут нужно поступать немножко по-своему. Может быть, вы и будете что-то анализировать, но со стороны как будто не все однозначно. Человек именно как в тени находится. Это не есть какое-то противостояние. Вот почему часто мы реагируем эмоционально, когда нам что-то говорят, ну, не очень лицеприятное. Мы думаем, человек враг. А на самом деле нет. Может быть, это открытый человек. Да, он не совсем тактичен в своих высказываниях, но он не несет злого умысла. А бывает и так, те, кто льстят, как раз они что-то и не то задумали. Будьте внимательны, мои дорогие. У вас, в принципе, благополучный вот такой период жизни, в ближайшие, по крайней мере, дни – когда вы можете для себя и что-то согласовать, решить, когда вы будете воодушевлены, хорошее настроение. Ну вот иногда и так бывает, глядя на наши улыбки на лице или на наше хорошее настроение. Тот, кто сидит и наблюдает, думает: "Эх ты, елки-палки, что-то тебе хорошо. Дай-ка я тут немножко разбавлю твой позитив или хорошее настроение". По крайней мере, вот с такими вы можете столкнуться. Это не должно нарушать вашего баланса, гомеостаза внутреннего, мои дорогие, потому что и правда, ближайшие дни как-то складываются для вас в таком гармоничном узоре, хочется сказать. И в нашем э, цыганском пасьянсе мы можем сложить крайние ряды, как по горизонтали, так и по вертикали. И вот я смотрю, что у вас тут еще совпало. У вас, посмотрите, совпадает еще и замок, какой-то закрытый путь. Может быть, это вы куда-то хотите поехать, а не получается. А может быть, теперь уже и возможности открываются, но тут же у нас и змея. Это кто-то может, вы вот не можете поехать, а кто-то радуется, например. Вот я такое могу предположить. Кому-то это может быть или выгодно, или так привычней, или хочется, чтобы вы куда-то не проехали, или что-то там у вас не получилось. Вот правда. И с другой-то стороны, выстраивая беседы, контакты, какую-то коммуникацию с людьми, которые наделены властью или какими-то полномочиями, здесь нужно быть все-таки очень внимательному. Что у вас еще совпало? Вы можете, кстати, переживать по какому-то поводу, но я уже не складываю череп. Это не есть какая-то конкретика, это внутреннее наше состояние.
Потому что что-то либо не сложилось, может быть, и прежде, или есть, ну, тема какая-то, которая, вот как этот замок, она пока вами, ну, не продвигается вот в ближайшие, по крайней мере, дни с той скоростью или в том направлении, как вы хотите. Ну, мелкая карта, которая не говорит о реальной, кстати, жизни, а просто о нашем восприятии. Вот настроение хорошее, но есть какая-то такая червоточина, которая к реальной жизни не имеет, опять же, никакого отношения. Ну, давайте мы на картах Таро. Ваше настроение в связи с этими событиями. Как фон общий, да, того, что происходит в ближайшие дни. А вот смотрите, вот чем вот такие подобные ваши где-то ощущения могут быть связаны, потому что у вас выбор. Семерка чаш, да, это карта, говорят, иллюзорного успеха. Вы можете сами себе говорить, а не ошибаюсь ли я? И если вы вот тут, если мы задаем себе этот вопрос, то нужно исходить из того, что есть в практике, в реальной жизни. Потому что, думая до бесконечности, мы такую сумятицу вносим в свою жизнь. И по этой карте есть и путаница вокруг вас, безусловно. Нам нужно выйти из этой путаницы. Но вот какую-то тему вы продумываете, и пока вот как будто, правда, решить не удается. Вы знаете, тут тема не всегда, и не, может быть, в этот период, в эти ближайшие дни, тут не все зависит от вас. 20-й старший аркан нам о чем говорит? Тут все идет так, как надо. Потому что то, что должно быть завершено или закончено, как вот период ожидания или период путаницы, это все равно завершится. Или если вы, это вопрос касается работы, бизнеса, перемещений, каких-то, ну, конкретных ваших действий. Тут тоже все случится в свой срок. По 20-му аркану тут как дай завершиться чему-то. То есть или уже где-то будь готов к тому, что... Ведь это карта избавления от боли, избавления от страданий. Поэтому у вас действительно что-то идет с прогрессом, мои дорогие. Но, может быть, не на 100%, как вы этого хотели. Но тогда постепенно, шаг за шагом, судьба ваша, она тут все равно порядок какой-то свой наведет. И карта нам говорит, приготовься к новому жизненному этапу. Но тебе понравится по 20-му старшему аркану. Правда, понравится, смотрите. 20-й, 21-й. Как логика какая-то, логика судьбы, логика вселенская, может быть. Мир, мои дорогие, мир, спокойствие. Это когда пространство открытое перед нами. Нет барьеров, нет каких-то преград, препонов, может быть, даже в виде законов, да, или каких-то там приказов, приложений, или когда в целом обстановка, понятно, мирная, дай бог, чтобы мир был во всех странах, где сейчас идет война, там, где сейчас путаница, там, где не разбери, пойми что. Ну, это я так, лирическое отступление. И мы все очень на это надеемся. Поэтому тут действительно все идет к миру, как будто, да, или к тому, что вы в конечном-то итоге, вот вы именно для вашего знака зодиака, тут все завершится в свой срок и решится в свой срок, так и хочется сказать. По аркану мир нет ничего невозможного. Поэтому если что-то мелкое, ну, пока вот у вас не укладывается в сроки ваши, но это нормально. Есть еще и какие-то общие причины. Общая температура по больнице, будем говорить так. Все будет хорошо, правда. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Вот себя сохранять, посмотрите, семерка жезлов. 7 жезлов пытаются буквально достать нашу девушку. Она отвернулась и ловит свой собственный дзен и сохраняет его. Если мы включимся, вы, мои дорогие, в какую-то многозадачность, то значит вы себя пустите в тираж. И именно когда вы и в одном, и во втором, третьем, ну и до 7 каких-то занятий на себя буквально навесите, и может быть это из разряда того, что вы всегда принимали в этом участие. Отойдите как будто в паузу или уйдите как за кулисы, в тень. Вы сейчас сами именно для себя важны. Может быть, настало время подумать о личной жизни, подумать или для кого-то из вас поехать в отпуск, или пусть не поехать, но заниматься тем, что вас вдохновляет, или вот эта путаница, она отчасти уйдет, у вас 2 семерки. Тут ведь тоже семерка, опять же, путаница где-то внешняя.
или связано с внешними событиями. Всегда семерка обозначает еще и внешнее воздействие. И на это мы не влияем. Мы не влияем на то, что думают люди, или на их мнение, а это или они обещают, сегодня одно, завтра другое, а то и, глядишь, в течение дня что-то передумают. Поэтому мы и должны этот собственный, как центр, сохранять. И определенные маневры, хочется сказать. Маневры – это как запасной аэродром. Отступить полшага назад, если это необходимо. Вот как будто не включиться в какую-то многозадачность, правда? Вот смотрите, вверху я говорила, 20-й старший аркан, избавление от боли. Это, как знаете, это сами по себе перемены. Это вот на пороге вы стоите между прошлым и будущим. Прошлое завершается, оно еще не завершено. Но вот оно шаг за шагом подходит к итогу, а будущее еще не родилось. И туз жезлов делит вашу жизнь, условно, конечно, на период до и после. А жезлы, дела, работа, бизнес, деньги, откуда к нам приходят деньги. Поэтому тут какая-то деловая ваша сфера будет решаться, и будут ваши важные решения. Может быть, даже у кого-то, знаете, это будет связано, ну, к примеру, отношения, да, личная история, любовная история, когда вам нужно тоже где-то мера ответственности или решимость ваша потребуется, а после идут какие-то согласования де юре, и я ведь это тоже допускаю. Но, значит, это тоже все же какой-то документальный оборот или, будем говорить, юридическая сторона вопроса, она присутствует по тузу жезлов. Пятерка мечей, карта пирова победа. Карта где-то нам говорит, если ты, ну, чересчур поторопишься, или ты будешь кому-то что-то доказывать. Вот почему нам говорят запасной аэродром, да, мы уже с вами говорили. Потому что высшие силы, или назовите судьба, обстоятельства, или какие-то ситуации, они все равно складывают какие-то свои истории, или жизненные какие-то моменты такие. И тут вы не на все, опять же, влияете. И даже начав что-то доказывать свое, ничего не докажете. Это просто будет какой-то конфликт. Человек останется при своем мнении. Вот нам и карта пятерка мечей говорит о чем? Не объясняй кому-то что-то. Не пытайся быть даже правильно понятым. Вот, наверное, в эти ближайшие дни не имеет значения вообще. Тут самое основное значение – сохраняй себя, где-то свои интересы и то, что ты хочешь именно создать, воплотить, продолжить. Но вот тебе сейчас нужно думать, а какой же я фарватер изберу? Может быть, надо пройти так бочком где-то, в узкий какой-то такой, в узкий коридор вписаться, да? И тут больше важны методы, не принципы, понимаете, вот в каких сферах жизни будете принимать важные решения, а именно методы. Но все остальное, как принципиальность какая-то, или чья-то, или ваша, она не имеет значения. Это будет только какой-то тупик. Поэтому все то, что я сказала по тузу жезлов, тут, правда, эта карта подтверждает. Ладно, пойдем с вами еще дальше. Поездки, возможные путешествия, перемещения по разным целям. Вот что в ближайшие дни, как зеленый свет или нет. А вот вы тут что-то думаете. И правильно делаете. Верховная жрица тут всегда, знаете, так это двойственная ситуация. Или с одной стороны что-то привлекательное, а если мы рассмотрим оборотную сторону медали, мы понимаем, что и нет. Как-то неоднозначно. Неоднозначно, значит, и мы должны быть тоже неоднозначные. Слушайте свою интуицию. Наверное, вам по части каких-то запутанных тем интуиция дает правильные подсказки. И это не призыв к действию, опять же, отнюдь нет, потому что Верховная Жрица. Тут есть те вопросы, которые логикой не решишь, логикой не расставишь по местам. Но мы смотрим на дороги или перемещения. Поэтому я допускаю по этой карте, кто-то из вас может поехать в конкретную местность или на встречу, допустим, с конкретной персоной, чтобы для себя вот эту двойственность прояснять. Вот такое я могу допустить. И опять же, будьте на своей волне. Вот не случайно вам тут эта змея. Вот смотрите, тут у вас все, как, знаете, включиться в свой момент или в свой срок. Опять же, вот эти два волшебных аркана. Все
и завершится, и исполнится в свой срок. Готовься к тому, что тут другие методы потребуются. И посмотрите, на перемещение у вас выпадает и Верховная Жрица, и Колесо Фортуны. Да, для кого-то из вас вот эту поездку или, как знаете, какую-то перерокировку, когда вы себя реорганизуете быстро на какое-то, пусть недалекое путешествие, может быть, в какую-то инстанцию. И это прямо, знаете, как у железа пока горячо. Когда эта карта выпадает, фортуна на вашей стороне. Ведь колесо– цикл. И мы знаем, колесо сначала идет наверх, достигает пика, а потом оно неизбежно вниз пойдет. И вот пока оно идет наверх, а карта именно об этом. Лови момент, буквально нам говорят. Но при этом будь готов к тому, что тебе придется держать баланс. Какой-то я уже тоже говорила по поводу бесед. Явно тут есть какие-то серьезные разговоры. Может быть, серьезные разговоры по личной жизни, а может быть, это и официальные лица. Когда ты, вот как эта девушка, она танцует, у нее что-то получается, но танец очень специфичен. На одной ноге, на цыпочках, на вращающемся колесе. Ну, где-то это про дипломатию, безусловно, но и для вас фортуна по части поездок. Как будто тут тоже, если вас куда-то приглашают, или вы нашли какую-то, допустим, информацию, и вы понимаете, о, Эврика, вот прямо завтра утром или прямо сейчас я соберусь и поеду куда-то. Значит, так и надо сделать. Что еще нам скажут карты? Точно. Мои дорогие, тут у вас все происходит в свой срок. Поэтому, если вы сетуете на судьбу, что что-то у вас не продвигается, приготовьтесь к методам, которые придется менять. Свой, может быть, и график, жизненный ритм. Тут что-то будет ускоряться, потому что какая-то внешняя ситуация для вас откроет этот путь. Аркана Колесница, Колесо Фортуны, Верховная Жрица. И вот эта внешняя ситуация, вы просто ее пока не видите. И вам нужно, ну, условно, губкой быть и впитывать, что говорят, может быть, люди. Но это не значит для того, чтобы вы поступали так, как вам там советы кто-то дает. Нет. Тут руку на пульсе, чтобы понимать вообще, к чему, чего, что идет. И плюс ваша интуиция вам дает правильные подсказки. Потому что колесница, если мы по колесу фортуны говорили, что ускоряться могут события, то по колеснице тут дважды, трижды, ведь это карта успеха. И нам снова повторяют, как и по аркану страшный сон. Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Это и рост вашей популярности, это и новые возможности по части ваших продвижений, но и сама по себе поездка или какая-то важная дорога. Но это не буквально сейчас, это старший аркан, и старшие арканы никогда не умещаются вот в те сроки, которые мы с вами рассматриваем. Может, у кого-то произойдет, может, у кого-то еще быстрее. Но это может и несколько растянуться. Это может быть 2-3 недели, может быть и месяц. Тут по старшим арканам, опять же, все имеет свой срок. Какое продолжение следует или что тут следует? Ну, тут мне нечего добавить. Вот посмотрите, насколько может быть такое сложное настроение, сложное у вас восприятие. Карта нам о чем говорит? Путь к успеху. Это карта нового качества жизни. Это карта финансовых доходов. Это новая концепция, может быть, по финансам, по работе, по вашим достижениям. Я называю иногда это карта эгоиста, но в хорошем смысле, безусловно. Когда мы видим плоды труда своего, вот вы их увидите. И мы ведь спросили, какое продолжение следует. Шикарное продолжение следует. Не сомневайтесь в себе. И, кстати, по аркану Колесница, тут может быть взлет вашей популярности. У кого-то особенно, кто человек творческий, медийный, или проекты ваши, они предусмотрены, может быть, там сайты какие-то, или вы взаимодействуете с внешним миром, с другими странами. Тут ведь мы все разные. Здесь тоже не просто прорыв, а и еще и рост вашей популярности, вашей экспертности, может быть, в вашем бизнесе или в вашем деле. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.